Ракетный удар по Харькову, облавы на мусульман в Москве, Райфайзен может остаться в России. Это новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайк, и мы начинаем. До 98 человек возросло количество пострадавших от ракетного удара по Харькову сегодня утром. 6 из них дети. 1 человек погиб. Напомню, российские военные ударили по жилой застройке около 5 утра. Атаковали как минимум 4 ракетами «Искандер». По словам мэра Игоря Терехова, в них была кассетная начинка. Именно поэтому площадь поражения такая большая. Предварительно пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных. Вашингтон может отказаться от попыток добиться мира между Россией и Украиной. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио перед отлетом из Парижа после встречи с украинской делегацией. Мы не собираемся продолжать это начинание неделями и месяцами, поэтому нам нужно убедиться очень быстро, и я говорю о нескольких днях, возможно ли это в ближайшие недели. Если да, мы в деле. Если нет, у нас есть и другие приоритеты. Напомню, в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал положить конец войне в Украине в течение 3 суток. Однако, вернувшись в Белый дом, он заявил, что не уточнял, о каких именно 3 сутках шла речь. А постпред России в ООН Василий Небензя накануне и вовсе заявил, что на данном этапе прекращение огня вообще невозможно, потому что Украина, мол, нарушила заключенные договоренности. Спецпосланник Трампа Стив Уитков заявил, что России в результате мирных переговоров могут отойти некоторые оккупированные территории. Об этом он рассказал в интервью изданию Wall Street Journal. Уитков считает, что, цитата, «Украину, возможно, меньше беспокоят некоторые из регионов, в которых говорят на русском языке». Конец цитаты. Ранее он заявлял, что в ходе встречи с Путиным в Петербурге обсуждал с ним 5 территорий Украины, которые Москва хочет оставить за собой. При этом Уитков добавлял, что после этих переговоров у Вашингтона появилось представление о том, каковы условия Кремля для достижения постоянного мира. Накануне Владимир Зеленский заявил, цитата, «Уитков принял для себя стратегию российской стороны». Конец цитаты. Ранее он также раскритиковал заявление о 5 территориях. Украинские власти опубликовали меморандум о сделке по поставке природных ресурсов в обмен на военную помощь. Текст публикует Министерство экономики Украины. В документе сказано, что для помощи Киеву, как и ожидалось, будет создан специальный инвестиционный фонд. Уже на следующей неделе украинский премьер-министр отправится для этого в Вашингтон. В Белом доме уверены, что если американский бизнес будет работать на территории Украины, это само по себе станет гарантией безопасности. Рамзан Кадыров появился на публике на фоне непрекращающихся слухов о болезни. На этот раз не в архивных кадрах своей пресс-службы, а на торжественном приеме в Кремле. Там вчера проходили переговоры Владимира Путина с эмиром Катара. В мероприятии принимала участие целая делегация высокопоставленных российских чиновников, среди которых нашелся и глава Чечни. На внешний вид здоров, но почему-то грустный и ни с кем не разговаривает. А вот наглядная иллюстрация того, как на самом деле российские чиновники чтят и заботятся о ветеранах Великой Отечественной войны. В Находке 97-летнего ветерана вывезли из ветхого барака в красиво обставленную квартиру, но вот только на время, чтобы снять псевдопатриотическое видео и вручить знак «Почетный гражданин Приморья», а после вернули обратно в барак. На ситуацию обратила внимание журналистка Анна Шарипова, и на нее тут же подали в суд. Причем натравили на нее дочку все того же ветерана. Издание 7 на 7 пишет, что 14 апреля та подала на Шарипову в суд с требованием удалить пост о ее отце и выплатить 30 тысяч компенсаций. Журналистка убеждена, что иск — это инициатива мэра Находки, который недоволен ее критическими публикациями. Дочь ветерана — бюджетница, она работает зав. Отделением в местном диспансере. Силовики устроили рейд в крупнейшем торговом комплексе Сибири Нордмолл под Новосибирском. Об этом пишет местное издание «Все новости». Облаву, как это заведено в последнее время, устроили на мигрантов. Проверили 72 человека, 17 из них увезли в военкомат и поставили на воинский учет. Еще один рейд в Подмосковье с повестками пришли к посетителям мусульманской молельни в Старой Купавне Богородского округа. А на нелегальных мигрантов составили протоколы.
Райффайзенбанк может остаться в России. Газета Financial Times пишет со ссылкой на свои источники, что крупнейший из западных банков, оставшихся в России после начала войны, больше не пытается продать свое российское подразделение. При этом в пресс-службе банковской группы Raiffeisenbank International заявили агентству ТАСС, что своих планов по продаже российской дочки не меняли. Больше комментариев от компании не приводится. Силовики задержали отца 3 детей, которых убила их собственная мать. Пресс-служба Следственного комитета сообщает, что в Канске, Красноярской области, задержали мужчину, который издевался над маленьким сыном. Социальные службы забрали 7-летнего мальчика после того, как он вернулся из школы и обнаружил, что дома его мать убила топором его сестру и 2 братьев, младшему из которых было 7 месяцев. Как призналась на допросе мать, убить 4-го ребенка у нее, цитата, «не хватило сил». Это были все новости к этому часу. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. Так это видео увидит больше людей. Меня зовут Василий Азаров, а вечером итоги недели для вас подведет моя коллега Елена Малаховская. До встречи.